Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. И этот видеоурок как раз я буду показывать, как связать вот такую вот шапочку спицами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Давайте приступим к вязанию. Для ее вязания нам понадобится 2 мотка пряжи. Я буду вязать из пряжи BBB Merino Maxi. Это итальянская пряжа, полушерстяная. Здесь 50% мериносовой шерсти. Очень люблю эту пряжу. Изделия получаются теплые, объемные. Вот эта вот шапочка у меня из этой пряжи. Я ее вязала 2 года назад и до сих пор ее с удовольствием ношу. Было очень много от вас запросов на мастер-класс по такой шапке, поэтому я его сейчас и записываю. Нужно будет, повторюсь, 2 мотка. В одном моточке здесь 60 метров, 100 грамм в 60 метрах. Если у вас какая-то другая пряжа, можете ориентироваться на эти показатели. Цвет пряжи 74-41. Также понадобится крючок. С помощью крючка мы будем набирать петли. У меня крючок 8 миллиметров. Круговые спицы. Спицы также 8 миллиметров. Для вязания шапок леска у спиц может быть достаточно короткая, вот как у меня 40 сантиметров. Можно использовать и более длинную леску, но это не совсем удобно. Если вы новичок в вязании, вам может понадобиться маркер. Конечно, нужны будут ножницы и игла для того, чтобы спрятать в самом конце кончики. Ну, можно воспользоваться также и крючком. Еще может понадобиться рулетка для того, чтобы измерить образец и посчитать нужное количество петель на нужный мне размер шапки. Итак, перед тем, как начать вязать шапку, нам нужно определить количество петель, которые нам необходимо набрать для того, чтобы связать шапку нужного размера. Обязательно свяжите образец. У меня сейчас в качестве образца будет выступать моя уже готовая шапочка. Вы должны будете связать образец тем узором из той пряжи и теми спицами, которыми будете вязать шапку. У меня узор будет резинка 2 на 2. Раппорт этого узора 4 петли. 2 лицевые петли и 2 изнаночные. После того, как вы свяжете образец нужно связать больше 10 сантиметров в длину и в ширину, для того, чтобы получить правильные расчеты. Я буду уже измерять на готовой шапке. После того, как вы свой образец свяжете, обязательно его постирайте и полностью высушите. Только после этого можно делать измерения. Вам нужно измерить, сколько петель у вас получается в 10 сантиметрах образца. У меня в 10 сантиметрах образца получается 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь расчеты получаются простые. На размер 56 сантиметров мне нужно будет набрать 56 петель. Но если у вас получаются другие цифры, я вам сейчас покажу, как можно рассчитать. Итак, в 10 сантиметрах составляем простую пропорцию. В 10 сантиметрах у нас получилось 10 петель. Я вам пишу свой расчет, свои измерения. Нам нужно рассчитать, сколько петель будет в 56 сантиметрах. Как мы считаем? Мы 56 умножаем на 10, да, пропорцию. Помните, как в школе считали? Наискосок умножаем 56 на 10 и делим на 10. Мы уже знаем, что это будет 56 петель. Вы сюда подставляете свои цифры. 56 петель. Давайте проверим, делятся ли они на 4. Все отлично делится, получается 14. Для того, чтобы петли сомкнуть в круг, мне понадобится еще 1 петля, поэтому я наберу не 56, а 57 петель. Набирать петли я буду с помощью крючка, для того, чтобы наборный ряд был красивый в виде косички.
Петли буду набирать свободно, не затягивая. Первую петлю делаю как при вязании на спицах. Кладу нитку вот таким образом на руку, завожу крючок в петлю, которая у меня на большом пальце, затем вот таким образом снимаю петлю с указательного пальца и снова в петельку, которая на большом пальце. У меня получилась первая петля. И теперь я должна набрать 57 петель. Набираю обычным способом, крючком. Набираю свободно. Итак, я набрала 57 петель, и теперь нам нужно эти петельки перенести на спицы. Идем в самое начало косички из воздушных петель. Вот у нас косичка, мы ее переворачиваем и видим позади нее перемычки. Вот так вот заходим спицей снизу вверх в перемычку, потом сразу же во вторую, в третью. И так далее. Все петельки переносим на спицы. Должно быть их у нас 57. Вот я перенесла 56 петель, и последнюю 57-ю петельку я вот здесь распускаю. У меня остается последняя петля, и я ее надеваю вот таким вот образом на спицу. Теперь нам нужно сомкнуть наши петли в круг. Проверяем, чтобы петельки у нас не перекрутились на спицах. Это очень важный момент. Теперь берем спицы вот таким образом. В правой руке у нас спица с рабочей нитью, в левой руке с хвостиком. Правой спицей заходим в первую петлю на левой спице и снимаем ее. Теперь вторую петельку на правой спице, точнее первую петлю, мы пропускаем через вторую. Вот так. И теперь эту петлю возвращаем на левую спицу. Здесь рабочую нить подтягиваем, и у нас получилось, что мы сомкнули петли в круг. Если вы новичок в вязании, используйте для обозначения конца и начала ряда маркер. Теперь мы начинаем уже вязать наш узор. Узор состоит из изнаночных и лицевых петель, которые чередуются между собой. Мы провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, провязываем 1 лицевую петлю, вторую. Первый ряд вязать пока сложновато, потом уже у вас все пойдет как по маслу. Дальше изнаночную. Изнаночную можно здесь вязать также за заднюю стенку, потому что она вот у нас прям просится, она у нас впереди. Вот таким вот образом набрасываем нитку, захватываем заднюю стенку и провязываем. Дальше снова 2 лицевые петельки, 2 изнаночные. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные. Так как мы начали с вами ряд с 2 лицевых петель, закончится он у нас 2 изнаночными.
Довязываем первый ряд до конца, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Итак, я провязала первый ряд, закончился он у меня 2 изнаночными петлями. И начинаю вязать второй ряд. В принципе, здесь маркер можно не использовать, и так ошибиться достаточно сложно. Начинаем ряд опять с 2 лицевых петель. То есть мы вяжем всегда лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными петлями. И смотрим. Первый ряд мы с вами вязали лицевые петельки за заднюю петлю, за заднюю стенку петли. Здесь мы смотрим, что лицевые петельки к нам повернуты, то есть впереди у нас ее передняя стенка петли. Поэтому мы вяжем лицевые петельки за переднюю стенку. Вот так. Провязали. Смотрим изнаночные петельки. Здесь у нас впереди задняя стенка петли. Вот видите, она ближе сюда вперед, чем вот эта вот передняя стенка. Поэтому изнаночные петли мы вяжем за заднюю стенку, так же как мы с вами вязали в первом ряду. Вот так. Это делается для того, чтобы у вас петли не перекручивались и ложились красиво по рисунку. Лицевые за переднюю, изнаночные за заднюю стенку петли. И так вяжем второй ряд до конца. Очень простая шапка в исполнении. Отлично подходит для новичков, для тех, кто только учится вязать спицами. Возможно, эта шапка станет первой, которую вы свяжете себе лично, своими руками. Давайте довяжем этот ряд до конца. Довязали второй ряд и переходим к вязанию третьего. Все абсолютно то же самое. Видим лицевую петлю, вяжем лицевую за переднюю стенку, изнаночные вяжем за заднюю стенку петли. Все ряды здесь у нас вяжутся абсолютно одинаково. И давайте сейчас провяжем на нужную высоту шапки. Моя шапочка в высоту будет примерно 32 сантиметра. Вяжем абсолютно так же, как я показывала вам сейчас. Все ряды одинаково. Следите, пожалуйста, за одинаковым натяжением нити, для того, чтобы все ваши петли были одного размера. В процессе вязания у вас закончится один моток, и я вам покажу еще, как можно присоединить новую нить. Итак, я провязала несколько рядов, и у меня закончился один моток. Наша ниточка, наша пряжа состоит из 4 вот таких вот тоненьких ниточек. Сейчас я покажу, как можно присоединить новую нить, не делая больших узелков. Пряжа достаточно толстая, и узелки получаются очень крупные. И вот, чтобы их не делать, можно поступить таким образом. Делим оба конца пополам, то есть разделяем вот таким вот образом 4 ниточки на 2. Один конец, и на такое же расстояние, на такую же длину ниточек тоненьких мы делим второй конец. Так вот разъединяем. Теперь берем один конец и второй и присоединяем вот таким вот образом. Вот так. То есть здесь у нас получается полноценная ниточка. Здесь остаются 2 тоненьких конца, и с этой стороны 2 тонких конца.
Сейчас я продолжу вязать и покажу вам, как это все происходит. Можно немножко здесь замотать ниточки между собой. Чтобы закрепить. Вот так. Продолжаю вязать шапку по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, подхожу уже к нашему соединению. Вот у меня ниточка здесь разделяется. И я начинаю вязать вот этой вот новой ниткой, которую мы сформировали. Вот она у нас получилась, такая же полноценная нитка. Эти хвостики уже убираю вот сюда, они мне не нужны. Провязала, вот у меня получилось провязать 4 петли. Теперь у меня здесь остается также 2 хвостика. Я их откладываю и продолжаю уже вязать, получается, новой нитью от клубка. Провязала. И теперь вот эти вот концы можно уже между собой аккуратно связать узелками. Да, узелки тоже здесь будут присутствовать, но они уже не будут такими большими и крупными, не будут так сильно выделяться, как если бы мы с вами просто связали 2 конца толстой нити между собой. Аккуратно связываем, сильно не затягивайте их. Все, и ниточки вот эти отрезаем. Можно продолжать вязать дальше. Давайте сейчас провяжем до конца шапки. В конце оставим от моточка примерно 2 метра пряжи. То есть довязываете до конца ряда, пока у вас не останется примерно 2 метра пряжи. И потом уже будем мы убавлять петли, формировать макушку. Итак, я довязала до конца. У меня остался длинный конец пряжи, примерно 3 метра. И сейчас я начну уже формировать макушку. Начну нашу шапочку собирать. Итак, первый ряд убавлений мы будем вязать таким образом. 2 петельки лицевые будем провязывать по рисунку, то есть провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные будем провязывать вместе лицевой за заднюю стенку. Вот таким образом заводим спицу за заднюю стенку обеих петель
и провязываем их лицевой петлей. Дальше снова 2 лицевые петельки по рисунку, 2 изнаночные вместе лицевой. И так далее довязываем до маркера. Вот я довязала до конца этого ряда. Следующий ряд будем снова делать убавление и будем провязывать его таким образом. Вот эти вот 2 петельки, которые мы вязали по рисунку, 2 лицевые, мы будем провязывать одной лицевой, то есть будем делать здесь убавку. Но эти 2 петли мы должны перевернуть вот таким вот образом. Переворачиваем одну, затем вторую. И провязываем их вместе за заднюю стенку. Вот так. Эту петельку, здесь у нас были изнаночные, в предыдущем ряду мы их убавили, провязали вместе лицевой. Провязываем просто лицевой за переднюю стенку. Дальше у нас снова идут 2 лицевые петли. Мы их должны перевернуть. Вот так. И провязываем их вместе за заднюю стенку лицевой. Дальше у нас 1 лицевая за переднюю стенку. И так далее. Довязываем этот ряд до маркера. Все, закончила я последний ряд. Теперь маркер можем уже убрать. И нам осталось только лишь макушечку стянуть. Для этого нам понадобится игла. Заправляем хвостик в иглу. Заправили. И теперь мы со спиц просто снимаем все петельки на иглу. Вот так. И теперь макушечку мы должны с вами стянуть. Стягиваем покрепче, чтобы здесь отверстие было как можно меньше. Можно еще раз пройтись в петельке. Аккуратно стягиваем. Можем еще прошить вот таким образом, чтобы наверняка макушечку закрыть. Теперь выходим на изнанку шапочки, уводим туда нитку
И здесь уже можем завязать узелок. Вот так. И ниточку отрезать. Теперь у нас с вами остался еще вот этот вот хвостик в самом начале, который у нас с вами был. Смотрите, шапочка у нас получается, вот это ее лицевая сторона, здесь будет отворот. Поэтому мы должны вот этот вот хвостик спрятать, получается, вот на этой стороне, вот здесь. Снова нам понадобится игла. Здесь у нас узелок, мы его соединим вот таким вот образом, чтобы здесь все было аккуратно у нас с лица. Так, здесь можем ниточку закрепить тоже небольшим узелочком. Остался маленький хвостик, не очень удобно его закреплять. Сейчас подтяну я ниточки. И теперь этот хвостик уведу вдоль рисунка, вдоль петелек, пропуская сквозь вот эти вот косички. Можно пропускать так, чтобы не под петли попадать, а как бы внутрь самой пряжи, чтобы было покрепче и незаметно. Вот так. Этот хвостик могу отрезать. Вот и все. Шапку мы с вами связали. Пока она еще неровная, такая, видите, немножко у нее вид какой-то потрепанный, неровные петли. Поэтому обязательно следующим этапом проведите для нее ВТО. То есть ее нужно обязательно постирать. Учитываем, что здесь у нас шерсть, поэтому нужно стирать обязательно средством для шерсти. Не в горячей воде, в теплой, вручную стираем, даем немножечко полежать в водичке в тепленькой. Потом аккуратно также в теплой воде все прополоскаем, отжимаем в полотенце и кладем сохнуть в расправленном виде на полотенце, вдали от источников тепла, даем нашей шапочке полностью высохнуть. И уже после этого можем ее носить. И на этом мой мастер-класс по шапке спицами окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом by _behead, и я обязательно покажу их в своих сторис Instagram. Всем спасибо за поддержку моего канала, за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки. Это очень помогает мне в развитии моего канала и вдохновляет на новые интересные мастер-классы. Всем пока-пока!